Я убрала всю мишуру абсолютно с бьюти. Сколько можно зарабатывать? У нас нету записи, у нас нету администраторов. И пандемию, и войну стригутся все. И я хочу Макдональдс в нашей индустрии. Помещение — это у нас 70% успеха. Я пыталась это все сделать армией. Ну, у меня все оцифровано абсолютно. Он может управлять 8 салонами сам. А чего вы смеетесь, я не понял. Рад видеть вас. Да, взаимно. Какую я сегодня ставлю задачу? Для себя и для, хотел сказать, своих подписчиков, для наших подписчиков, те, кто нам доверяют. Да? Я хочу, чтобы люди посмотрели сегодняшний выпуск про Haircut Express и сказали, что после этого выпуска им больше никуда не надо идти. Им все понятно вообще в этой жизни, во-первых. А во-вторых, им все понятно по вашему продукту, концепции, ценностям, доходности. У меня там много вопросов практических про цифры. И они посмотрели, сказали: окей, мне нравится, мне это подходит, я иду там по ссылке в описании. Либо сказали, по каким-то причинам именно это меня не устраивает, что, я думаю, тоже нормально. С чем бы сегодня, с вашей точки зрения, должны были уйти люди, да, вот подписчики? Посмотрят это видео, и вот что у них должно произойти? Мне очень нравится твоя цель от этого видео. Я вообще про цифры, потому что бизнес должен быть оцифрован, и здесь мы можем о нереальном говорить очень долго, а на самом деле это цифры. Дальше. Я все-таки, да, мы действительно, мы не для всех, и так же, как и все не для нас. Вот, поэтому мы имеем право выбирать, и нас имеют право выбирать. По максимуму постараюсь открыть все занавесы нашей франшизы, хотя информация в большей части есть, но, наверное, мы не так красиво продаем. Мы балованные, потому что в основном у нас идет по рекомендации. В основном... Good problem to have, говорит мой один знакомый. В основном у нас идет по рекомендации. Это у нас есть возможность масштабирования внутри сети, поэтому мы такие балованные, в общем, мы. Очень интересно. Да. Очень интересно. Что для меня? Для меня первое — заявить о нас, о том, что мы есть. Нас знают многие, мы мировой бренд, но лишний раз никогда не помешает. Конечно. Вот. Второе, действительно, открыть бы хотела глаза не только на свою франшизу, а на франшизу в общем, мое видение франшизы. Классно, интересно. Да, и дала бы пользу вот именно своей насмотренностью, то, что я во франчайзинге все-таки уже 10 лет, и в бьюти-индустрии наша франшиза была первая, вообще не одна из первых, это была действительно на постсоветском пространстве первая франшиза в индустрии красоты. Вот, что я, в принципе, ставлю себе за королевну. Ну вот цветок у нас был как раз. Да, и, соответственно, ну и твою цель тоже, да, отлично. Возможно, кто-то не знает, кто вы, да, видит вас сегодня в этом видео первый раз. В 2 словах о себе и в 2 словах о бренде, да, то есть чтобы мы как бы из общего дальше уже спускались к частному. Буду коротко, чтобы так не занимать время. А вот эти товарищи, которые нас слушают, они обожают коротко. Да? Они, там половина предпринимателей, у них там квантовое ускорение. Времени нету, я тоже понимаю, потому что... Они сейчас слушают это, скорее всего, они даже не смотрят, они слушают. Они едут где-то в машине и слушают... Я сама такая. Да. Смотри, первое, хочу сказать самое основное, это то, что я 28 лет в бизнесе. То есть я еще начинала, я начинала в 90-х, когда учась еще в университете. Ну, сейчас это университет, раньше это был институт. То есть это были лихие 90-е, денег у родителей не было, мне надо было как-то себе зарабатывать на жизнь. Я не понимала, что я тогда делаю, я просто хотела жить. Сейчас это называется предпринимательство. Опыта как такового не было. Просто у меня была предпринимательская жилка. У меня была мама предпринимателем, можно так сказать, если можно назвать Светком. А дальше у меня был первый, можно сказать, бизнес с партнером, и это была швейная фабрика. Швейный цех, не фабрика, а швейный цех. Чуть-чуть неправильно были оформлены документы, у нас были проблемы. Я потом завязала с бизнесом и как бы занималась благотворительностью 3 года, по-моему, отмаливала грехи, как говорится. Вот. И следующим моим было этапом в бизнесе это вот именно индустрия красоты. Как бы мама сказала, а не открыть бы нам? Не зная ничего, я, естественно, она предложила пойти работать парикмахером и узнать, как там внутри работает все.
да, и я выучилась, в это время там проходила практику, помогала людям усовершенствовать. Я очень системный человек, ну, то есть техник-технолог машиностроения — мое образование. То есть у меня там сопромат, про систему, да, про сопромат, по систему, вот. Я системный человек, соответственно, я помогала владельцам усовершенствовать систему. И таким образом я себе уже наработала какой-то опыт в этом, да. И потом у меня было такое подвешенное состояние, я не могла, почему я не могла открыть свой бизнес, да, и начать там по этому опыту. У меня была возможность как бы уехать за границу, да, и я ждала, пока решатся с этим вопросом, ну, в общем, документы. И, соответственно, опять же, уже переехав в Киев, я сама с Луганска, переехав в Киев, я продолжала получать этот опыт. То есть я помогала там знакомым, уже как бы пошла слава, да, за мной. Сначала ты что-то делаешь результаты, и идет за тобой слава. Вот за мной пошла слава, что этот человек может сделать системным вот какой-то там бизнес. Как вот. Бизнес-консультант. Ну, такого не было раньше. Ну, это 99-й год, 2000-й, 2001. Слово консультант, да, не понимали? Да, это вот еще даже английских слов, выражений как таковых не было. И поэтому это просто вот человек, который может помочь вам открыть салон, подберет вам мастеров, сделает систему, там выстроит его. Вот такая слава у меня пошла. С этим у меня появились знакомые. Соответственно, когда открывали салон, там санстанции, там пожарные, как-то я видела, как это общаются, я была близко возле тех, кто общается. Таким образом, у меня уже в Киеве появился определенный круг знакомых, друзей и, соответственно, знакомых, которые, я понимаю, что могли бы мне помочь. Вот. Ну и уже бы я готова открывать, но у меня был страх самой это делать. Вот. И до какого-то определенного времени я снимала кабинетик, в котором работала сама, и пару мест... То есть вы физически стригли людей? Да, я физически стригла людей. На самом деле это очень классная профессия, это коммуникация с людьми. То есть с этих салонов, которые были, я там где-то подрабатывала, да, и у меня остались клиенты. И они за мной тут туда. Вот. И, соответственно, у меня деньги были, за что мне было жить и собирать деньги, да. И вот в этом кабинете, который я снимала, еще девочка была со мной тоже. Она типа работала на меня, ну, в общем. Вот, и это было первое. И с этим я прожила, не решаясь открыть, ища себе партнера. Вот я все-таки не могла, не хватало у меня смелости. А те, кто открывали, меня не брали в партнерство. Вот. Ну и таким образом я встретила своего мужа, и уже с ним мы начали бизнес. Как символично, партнера и по жизни, и по бизнесу. Да, и мы вот уже столько лет вместе, как бы 18 лет, и вот сейчас 19 будет. И таким образом мы начали по чуть-чуть, мы нашли помещение. Я там, у меня чуть-чуть денег было, я подсобирала, родители что-то помогли, правда, я маме доверила деньги, она их позычила, ну, это уже такая интересная история, это ни к чему. Это как раз тема другого видео. Да, это не для предпринимателей, да. Но это была трудность, через которую я прошла. Когда ты уже снял помещение, ты сейчас едешь забирать деньги, а тебя их нету. Но это трудность, через которую... И вот таким образом, не имея никакого, в принципе, бизнес-образования, мы уже начали бизнес. Вот. Просто салоны открывали, все знают, кто работает с салонным бизнесом, все прекрасно знают проблемы, с которыми сталкиваются в салоне, да, это и мастера там, вот. И с ними тоже я столкнулась, я от них мне они очень не нравились, как системному, опять же, человеку. Я пыталась это все сделать армией, вот. Ну, плюс-минус получалось, но все равно меня что-то вот выворачивало, и хотелось еще что-то системнее, новее. Потом я начала считать уже математику, то есть я сразу вела статистику. У меня, как неудивительно, да, для предпринимателя, я не была банкротом, и у меня не было никогда финансовых разрывов, потому что я четко умела. Нормально. Да, я всегда умела считать деньги, и таким образом уже мы там открыли следующий салон, это были обычные салоны эконом-класса. Кстати, сегментации тогда тоже я еще не понимала, сегментации рынка. Я не понимала, что я работаю в экономе. И каким-то образом сняла в центре, в Киеве, помещение, даже не сняла, мы перекупили салон. А это был салон
выше уровня, и я не понимала, как с этим клиентом работать. И мне было сложно, и я так намучилась, что мы просто его продали. Но зато потом я поняла, что такое сегментация рынка, и что мне комфортно вот именно в этом эконом-сегменте. Эконом плюс. Вот. И я уже понимала, что такое то есть я потихоньку училась, я нарабатывала знания в маркетинге, и не было, вот надо понимать, что в то время не было такого объема информации. Мы все брали там затертыми книжечками, аудио или гугла вообще, ну, как бы его таковой не было. И потихоньку у меня нарабатывался опыт, и все время мне хотелось изменений, усовершенствования системы. Ну, все время, вот я ходила в Макдональдс, смотрела на их структурность, на их систему, это меня просто завораживало, вот завораживало. И я хотела такое, и я даже сейчас твержу, я хочу Макдональдс в нашей индустрии. Вот. Ну, и уже видя математику, я понимала, что нам дает прибыль, что нам мешает, ну, не то, что дает, что самовыгодно у нас в нашем... И самый главный вопрос, от чего стоит отказаться? Что иногда для предпринимателя важно понять, от чего стоит отказаться, что не делать, чем не заниматься, чем там, куда направлять усилия. Ну вот это мне пришло с пониманием сегментации рынка, дальше с четким портретом клиента, чего он хочет и чего ему не надо. Часто в салонах навязывают косметику, очень агрессивно заставляют, заставляют, вынуждают мастеров продавать косметику. Мастера редко, особенно вот те, кто работает в эконом, они редко кто идет на то, чтобы вообще продавать что-то. Для кого-то это стресс вообще, там, выход из зоны комфорта. Да? Вот. Плюс не все продавать умеют. Не все продавать далеко умеют. Учить продавать — это дорого. Вот. И оно того не стоит. Мы тоже через это прошли. Ну, то есть я просто через эти все этапы. Дальше. Супер расширенный прайс. А по результату проходит год, берем статистику, а этой услугой 2 раза, там, 10 раз за год пользовались. Да? Ну, то есть, понимаешь, реально, зачем она в прайсе? Только людям вот, отвлекать. Да. Вот это лишних услуг. Услуги выходят из моды, они выходят из актуальности, их все равно держат в прайсе. Обновление. По мне, так это надо все время думать, как стать лучше, как усовершенствовать свою систему, как нам лучше быть для клиентов, что мы ему можем дать, какой позыв у клиента новый. То есть клиент меняется, как и система меняется, как и мир вокруг меняется. Вот мне главное, чтобы не зависать в одном и том же месте. Вот мне постоянно нужно хоть что-то, но менять. К лучшему, я имею в виду. Не так, что просто я там сама дура, и мне надо все менять. Нет. Как нам стать лучше? Каким образом, чтобы это еще и по деньгам бы на бизнесе не сильно отражалось? Конечно, мы тут все бизнесом занимаемся. Бренд. Что сейчас означает ваш бренд? И я показывал картинку тебе, в начале. Да. Она сейчас тут появится на экране у всех, про такую, один из способов классифицировать клиента, потребителей. Я вот думал над вашим брендом, и мне кажется, что это аналог Визера. Тут написано слово «бедность», да, но это не означает, что мы кого-то обзываем, что они бедные, да, но это сегмент людей. Визер, я сам на Визере. Ты летал на Визере? Конечно. Ну, я сам на Визере летал, но я наверное, уже не бедный. Но эта штука, это отдельный майндсет людей, правильно? Отдельная модель мышления людей, которые им классно и комфортно экономить. Это так? То есть ваш бренд к этой весовой категории? Да, мы эконом плюс, я говорю с гордостью, и мы для среднего класса населения. Вот, то есть вы не про там красивый проект и G-Bar, а у вас абсолютно вообще другая... Это совершенно разные системы подхода к клиентам. Все-таки у нас более такой быстрый, непривередливый клиент, ему не надо больше сервиса, он не то есть мы можем превысить ожидания клиента, но это будет в нашем общении, в нашем, возможно, чем-то удивим его по диджиталу, то есть мы предсказуемы и ожидаемы. Как чизбургер в Макдональдсе? Да. Наша стрижка, это да. Ну, классно, мне нравится. Вот, и получается, мы четко понимаем, кто наш клиент, мы в этом разбираемся, мы не барбер даже. Да. То есть мы четко, средний класс населения у нас... Сколько стрижка сейчас стоит? 70 злотых. Мужская или женская? Или там... Мужская. Женская начинается от
80, да, 80 следующий. Окей. И в Украине сейчас, вот тоже сейчас будем пересматривать цены, на сейчас в Киеве стоит 200, и будем ставить 250. 200 гривен. 200 гривен. Интересно, я за гривны вообще забыл. Ну, В плане я не ощущаю, для меня 200 это очень много, потому что я еще живу где-то по курсу 12. я поняла, но Я ж уже как курс и в 4 30. Я же как-то в 14-м уехал. Ты в 14-м уехала? Да. Ну вот, мы же Но у меня там бизнес остался, и, в принципе, я понимаю экономику. Ну да, ты понимаешь. А я из-за того, что не варюсь в этом, я немножко такой, ого, 200 гривен. Что еще по бренду и по целевой аудитории? Давай вот сейчас ну, нас если люди слушают. Да, если про бренд. Если я еще там пару лет назад хотела быть мировым брендом, то я сейчас понимаю, что мы и есть мировой бренд. Поэтому я говорю, что мы мировой бренд. Мы юные, мы молодые, но это бренд, которого планы быть во всем мире. Вот. Сейчас мы работаем над Европой. 160 локаций, да? Да, сейчас у нас 90 в Украине и где-то 60-70 по Европе. Класс. Нет, в Украине 100 уже. Сейчас 7 открыли. Вот с начала года открыли 7 салонов. А и сколько из них по По франчайзингу? Ну смотри, моих там 18. Из этих 160? Да. Окей. Нет, в Украине 18, в Украине 18, а здесь 15. Ага, окей. Вот. И 20% портфеля как бы общего, да? Ну, я так и думаю его держать. У меня так и будет, по-разному. Значит, и сейчас мы в Польше укрепились хорошо, то есть мы себя уже уверенно чувствуем, лидеры рынка в нашем сегменте. Вот. Дальше у нас Чехия очень хорошо работает, отлично, у нее даже результаты мне больше нравятся, чем в Польше. Дальше мы работаем с такими странами, сейчас в процессе переговоров, как Голландия, Словения, Румыния, дальше Испания, потому что у нас был разрыв договора с Испанией, сейчас мы ведем новые переговоры с Испанией, и у нас открытие в Германии было, еще года нету, рынок немецкий достаточно тяжелый. Нам нужно пройти период адаптации. Я думаю, что мы уже как бы на завершении. Вот. И, в принципе, меня сейчас уже результаты радуют. Как раз весна на носу, и у нас, соответственно, она уже пришла. Это сезон, да? Это весна? сезон, да, у нас начинается. Это такой сезон. Да, все хотят... Шапки снимают. Так принято. Вот у нас вот так вот сезонность. У меня все оцифровано абсолютно. У меня оцифрована сезонность, у меня оцифрованы посещаемость. Мы сейчас даже хотим выстроить график зависимости, то есть предполагаемый график нашего оборота от погоды. То есть мы на 2 недели видим уже погоду, мы понимаем нашу посещаемость. Там, если у нас дождь, у нас меньше клиентов. Если там какая-то ситуация. И начать уже работать над этим. Только у нас, то есть у нас настолько статистика и аналитика работает, что мы просто, читаем свой бизнес по графикам. И франчайзи тоже это у них тоже есть такая возможность. Доступ иметь, да, к этому? Абсолютно. То есть вот именно по статистике. Мы еще обсудим про франчайзи. По статистике и по аналитике они все вычисляют. Таким образом, мы мировой бренд. И я заявляю эту смену, потому что у меня в планах в ближайшие 10 лет это 2500 салонов, это покрытая Европа. Многие страны подходят под модель, единственное, адаптация. Важнейший вопрос любого предпринимателя. Франшиза либо собственный бизнес с нуля. С одной стороны, я могу быть независимым таким, делать, что хочу и творить, да, если я делаю собственный бизнес. А с другой стороны, есть нюансы. Расскажи, что ты думаешь по этому поводу. Смотри, ты уже рассказал затворить, да? Я добавлю к этому, что еще опыт нужно покупать, соответственно, нужно закладывать то, что ты уже какие-то моменты... Конечно, можно учиться, но все мы знаем, что каждый бизнес индивидуален, и нету стандартной скиллы. Есть такие поверхностные очень скиллы. Все зависит от личности, от собственника. Но если ты покупаешь франшизу, это уже пройденный путь, если это действительно франшиза, не какой-нибудь фейк, то это уже пройденный путь, который ты безопасно пройдешь. Да, тоже есть риски минимальные. Особенно это хорошо, вот мы, кстати, во франшизу берем топ-менеджеров, люди, которые управляли людьми. Это вообще послушные зайчики.
Вот. Они все делают по правилам. Вот как поляки, да, они все делают так, как написано в инструкциях. Мне это так нравится, конечно. Вот. И таким образом ты уже идешь по пройденному пути, по купленному опыту. Я даже, 1-2 миллиона, вот мой опыт стоил, и это евро, это не злото. Понимаешь? Это там, начиная от всяких партнеров, с которыми приходилось судиться и расторгать договора, заканчивая самим программным обеспечением, которых я раз 5 переписывала. Заново, да, писали оболочку, да, наверное, на каком-то другой коде. Также и штрафные санкции, все вот такое. И Украина — это риски сумасшедшие, постоянные. То есть, другими словами, это способ ускориться и допустить меньше ошибок, да, если мы говорим про покупку франшизы уже готовой. Что-нибудь еще? То есть еще какие-то есть преимущества именно? Но нужно понимать, что во франшизе вы ограничены, и также вы платите за этот опыт регулярно. Причем регулярно, да. Да, регулярно. Но, тем не менее, есть вот у нас, допустим, есть комьюнити. Мы собираемся все, мы усиливаем друг друга. Они меня даже годовой семинар, там, где вы все встречаетесь? Мы каждый месяц встречаемся, я вам больше скажу. У нас вживую? Есть... нет, онлайн. Вот интересно, вживую. Знаешь, как на семинаре Amway вы такие встретились? Смотри, раскинутые как все. Одни Чехия, Украина, по всей Украине. Дальше Польша, дальше Германия, дальше там Испания. Короче, нет смысла эти лишние праздники устраивать. Я думаю, что мы растем к этому. Это все имеет место, но только нам нужно вырасти. Окей. Классно. Мы еще маленькие. Интересно, мне нравится. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Еще чуть-чуть про модель, я позадаю вопросы. Значит, модель следующая. У нас есть средний и там, низкий сегмент людей, которые хотят хорошо и быстро подстричься. Мы, как предприниматели, покупаем франшизу. И что дальше? Снимаем помещение в аренду, либо должны его выкупить. Наверное, снимаем, да, потому что это бизнес, нет смысла запарковывать столько денег. Вот набросаю еще, что входит, в какие юниты вообще есть в бизнесе. Значит, средний класс населения, эконом-класс. Вот. И это большая часть, нужно понимать, что это большая часть населения. То есть это 75% населения. Вот, то есть мы захватываем автоматически большую часть населения. Алгоритм. Во-первых, наши франчайзи, портрет нашего франчайзи, поверхностно, я не буду углубляться, мы там все равно проводим интервью, также нам чуть-чуть надо, чтобы соответствовали как бы нашим принципам. Вот, но портрет — это действующий предприниматель. Возможно, у которого или бизнес уже как бы потерял свою актуальность, или он хочет дифференцировать свой портфель бизнесов, потому как наш бизнес, внимание, позволяет иметь параллельно бизнесы или масштабироваться внутри сети. Один предприниматель может управлять 8 салонами сам. Дальше уже, конечно, нужно брать администратора. У нас это не взятые слова с воздуха. Это наш опыт. Тем более в Украине управление тяжелее. В Украине управляется 1 с 8 салонами. Почему тяжелее? Потому что там больше налички, больше, в общем, больше движения. Да? Вот таким образом, если ты один откроешь, тебе скучно как бы будет. Но идем дальше. Это действующий предприниматель. Почему действующий? И почему действующий, даже если мы на территории Европы, да, берем? Потому что мы не учим бизнесу. Мы даем нашу систему, по которой нужно работать. Двигаться, рельсы, да, даете? Да. Это может быть параллельный бизнес. Это может быть, опять же, потерял актуальность бизнес. Вот. Короче, основной критерий, чтобы у человека был опыт в ведении бизнеса, и чтобы вы ему не объясняли, что такое налог на прибыль. Вот, условно, да? Да. И, но сейчас людей погрустнели.
те, кто слушает, потому что они-то, ну, я вам говорю, и говорю тебе как есть, да, есть много людей, которым я в том числе консультации провожу каждый день, которые все-таки хотят войти в бизнес, и вот у них как бы опыта нет, объективно у них. Что им Ну делать? вот Они идут учиться. мимо кассы пока? Пока да. Окей. Но То есть мы реально вы такого не возьмете, да? Нет. То есть если у него нет опыта, он не понимает там разницу между спилкой ЗОИ и ЕДГ, то вы скажете, сожалению, лучше нет. не лезь. Главный вопрос. Сколько можно зарабатывать? Большая вероятность зарабатывать 4000 евро и выше. Класс, нам подходит. Да. Куда заносить? Давайте разбираться, как это работает. Давайте разбираться, потому что первые 2 года все-таки салон работает на то, чтобы разработаться. Но радостная новость. Практически 80% наших франчайзи, которые открываются, они сразу в первые месяцы покрывают точку безубыточности. И дальше работают в прибыль. А простым языком, что такое точка безубыточности? Они покрывают все свои расходы. Зарплаты, аренды, коммунальные, ну, затраты на рекламу. Вот то есть всё. они в первые 2 месяца, условно, да? В первый месяц уже выходят в такую точку и в такое количество продаж с таким средним чеком, что они покрываются и выходят полностью в ноль. И дальше начинают зарабатывать. И дальше с каждым месяцем салон зарабатывает все больше и больше. У нас есть своя определенная стратегия маркетинг, есть свои определенные скиллы, как мы перед этим прогреваем аудиторию. Вот, и, соответственно... Какой-то прилонч на локацию, то есть, условно, есть локация, и вы там делаете механики какие-то маркетинговые. Да, специальная, да. Есть у нас. Но все секреты раскрывать не будем, я так полагаю. Ну, этот не нужно. Давай по цифрам. Сколько стоит франшиза, окупаемость, плюс-минус какая средняя, какое роялти? Вот. Вход в бизнес 35 тысяч, от 35 тысяч евро. Это что касается Польши. В Европе, ну, допустим, там Европа, Польша тоже Европа, но если идти там дальше, Берлин, то есть Германия. Отличается. Да, отличается, то около 50, да? Да. И в это входит все. Да. В это входит первичный взнос. Это 5000 евро. Дальше это оборудование, это ремонт, и это также брокеры и аренда. Вот. То есть это Почему под ключ. Да. Почему относительная сумма? Потому что везде может быть разная аренда и везде может быть разный ремонт. Вот. Окупаемость около 1,5 года. Бывает и в год окупаются. Ну, не так часто, но бывает. Мы среднестатистическое это 1,5 года окупаемости. Заработки я уже сказала. Ну вот эти заработки, они где-то идут от 2 года работы салона. Дальше. То есть на 2 год работы салона можно выйти себе как предпринимателю 4-4,5, да. Ну, условно 4000 евро чистыми. Да. А там дальше уже до выплаты налогов, как ты там, в зависимости от того... Нет, это я говорю за чистые. Прям чистые. Чистые. Я просто как предприниматель сразу уже уточняю. Я понимаю, я тебе говорю за чистые. Там, куда? Да. Роялти. Роялти у нас 5% от оборота нетто. Вот. ВАТ 8%. ВАТ у нас, да, приятный ребят, ВАТ. Это важно, что это ВАТ 8%. Да. Сейчас собирается во всей бьюти-индустрии вроде бы как сделать ВАТ 8%. Но я не думаю, что ногти переведут на 8%. Ну вот как бы собираются сделать, посмотрим. Ну да, я хочу на это посмотреть, потому что вот, допустим, если говорить за Германию, там 20%, и все уже года 3 или 4 говорят за то, что сделают меньше, и так и не делают. А в Чехии была такая ситуация, что был ВАТ 21%, как везде, потом его снизили до 8%, и сейчас его подняли до 11%. Вот, то есть вот такая ситуация. Затем, если говорить, так, роялти сказал, есть у нас еще параллельные, если говорить о Польше, у нас есть рекламный сбор общий, это 250 злотых, и также... В месяц. Да, и также мы предоставляем программное обеспечение. С нашей франшизы идет наше же программное обеспечение, это наш IT-продукт, и, соответственно, он тоже стоит отдельных денег, это 350 злотых. Вот, и... Получается 600 злотых у нас как бы еще фикс-прайсы, которые есть дополнительно по стороне вашего бренда, и 5% нета от оборота
роялти. Да. Сколько может или должен в среднем салон делать выручки там в день, в месяц? Ну, в месяц, наверное, правильно? В месяц, да. В месяц. Но стартуем мы сейчас подняли цены, вот, то стартуем мы где-то от 20-25 тысяч оборота. Вот. Это плюс-минус покрывает там наши расходы. То есть это зарплаты, это аренда, это там реклама, да. Дальше. Сейчас средний оборот салонов это 60 тысяч злотых. Это очень усредненный. Вот. Ну, 60 тысяч для... А сколько в среднем посадочных мест? 4. 4 посадочных места, 4. Да. Okay. А вот средний чек у нас сейчас будет, получается, ну, как... Соточка, 110? Нет, у нас же нету дополнительных услуг. У нас только стрижки. То есть у нас 70, вот так и будет 70 у нас. Чистая прибыль, то есть условно средний салон делает 60 тысяч оборота, стартовать нужно и ориентироваться на 25 тысяч злотых, это примерно там точка безубыточности в месяц. Да? Окупаемость у нас 1,5 года плюс-минус среднего салона. Каким образом предприниматель может управлять таким количеством точек? Ему никто не нужен. Ты имеешь в виду, что я говорила от 8 точек? От 8 точек, да. То есть до 8 точек. Да. Значит, смотри, первое. Самое такое заботливое, это когда открывается салон. Да. Это буквально там месяц-полтора. Дальше идет там адаптация персонала. Ну, перед этим, конечно же, мы даем инструкцию, уже есть мастера на открытие. Дальше формируется, в принципе, коллектив, дается реклама, да, и, соответственно, все, салон запустился. Надо понять, у нас Макдональдс, Вильна касса, то есть у нас нету записи, у нас нету администраторов. У нас есть мастера с четкими инструкциями. Они прекрасно знают, что им делать. У них есть рабочие места, на которых есть все. У них есть пылесос, который втягивает волосы. У них есть боксы для дезинфекции, сразу дезинфицируют волосы. Ой, то есть они инструменты. Они сами себя обслуживают, сами свое рабочее место обслуживают. Да. Дальше. Клиент подстригся, и он подходит к терминалу самообслуживания, в котором он рассчитывается. Мастер не имеет даже контакта с деньгами. Да. Да. А мы вот сейчас, вы пока рассказываете, мы это и показываем бэкстейджем. Ну вот. Да. Вот, соответственно, он подошел, клиент, он рассчитался и ушел. Все. Если он пришел, и нет места, все заняты, у него есть лавочка, на которой даже расчерчены иногда, не на всех, но как сидеть в очереди, 1, 2, 3. Вот, соответственно, это не выглядит бедно или жлобски. У нас очень хороший дизайн. Но я видел, вы ребрендинг, да, сделали пару лет назад где-то? Да, и вот сейчас уже следующие планируются. В принципе, ребрендинг каждые 5 лет, это вот уже я, имея собственно, ну, как бы владелец системы и торговой марки, я точно с уверенностью говорю о том, что ребрендинг каждые 5 лет. Чтобы как освежать или актуализировать нарративы какие-то? Да, меняется, у людей меняется взгляд. На мир, меняется, цветовая гамма, восприятие цветов. Класс, интересно. Вот, меняется восприятие букв. Тоже мы работаем с психологами, мы работаем с маркетологами по этому поводу. Вот. Ну, это люди, они этого не замечают, но в их взглядах на бренд что-то меняется. Да, я вообще сторонник того, что все имеет значение, и дьявол в деталях, поэтому... Вот, в деталях, я думаю, что все они замечают. Все вот. они там... И таким образом у нас видеонаблюдение, у нас полная статистика в терминале. Только он подошел, рассчитался, у нас есть бонусная программа. По этой бонусной программе у нас есть вся база клиентов, потому что каждый хочет получить бонусы на следующую стрижку. То есть вы как бы берете кэч, данные его берете, да? И уже с этим потом... Соответственно, у нас есть вся база клиентов. Сколько он раз в год стрижется? Мы это все видим абсолютно. Вот, то есть сколько, у кого. Даже сейчас делаем так, чтобы они отзывы отставляли. Приложение. Приложение пиляем мы долго. Там, в общем, кто работает с приложениями, знает, что там. Боль, да. Тем более у нас своя CRM, она тяжелая, и это все надо в одно отсоединить. Для мастеров у нас есть приложение. Оно рабочее.
они внутри видят свои бонусы, у них тоже идет начисление за... И у мастеров прям У приложение? мастеров тоже, да. У мастеров приложения, на которых они сразу видят свою зарплату. То есть клиент рассчитался, они уже видят зарплату от него. Специальное приложение, в котором она видит свой график, она видит сообщение от управляющего, она видит свою зарплату, это самое главное, свои бонусы. Вот. Ну вот, как бы внутрянку я говорила. То есть это и есть ответ на мой вопрос, за счет чего может быть 8 до 8 локаций Конечно. у одного предпринимателя. Дальше у него один раз... Звучит как-то фантастически. Хорошо. Сейчас еще... Дальше у него есть раз в месяц это снабжение расходными материалами на салон. То есть он как собственник франшизы должен обеспечить этот процесс. Да, и то это идет заказ в том же приложении, мастера заказывают, да, с салона. Они же видят там, чего у них нет. Воротнички, условно, заказывают. Воротнички, там средства для мытья, средства для туалета, в общем, все средства, да, которые нужны. Средства для укладки тоже там есть. И таким образом они накидали этот заказ, он всего лишь его передал менеджеру, который тут, с магазина там, или мы работаем с поставщиками. Поставщики привезли на салон, все, вот оно действие. Второе действие — это раз в месяц. Финансовые какие-то операции. Конечно, выдать зарплату, то есть поинкассировать, выдать зарплату. Выдается зарплата, естественно, на карту там она идет, деньги вытянуть с терминала и положить в банк. Но еще размен у нас есть. Все. Вот. И, соответственно, что еще? Работа с мастерами. Да, нужно следить за тем, чтобы... у нас есть алгоритм, как это нужно делать, с какой периодичностью. Это контрольная закупка? У нас? Да. Или я как собственник должен просто по чек-листу проходиться? Там видно сразу, если где-то что-то будет, там видно. Но понимаете, где есть порядок и где нету возможности воровать, там не воруют. А у нас мы закрыли все варианты, то есть они работают по определенному скрипту, мастера. Вы, знаете как мне на консультацию приходят по поводу оптимизации там разных фокусов в Польше, там как меньше налогов платить, то все. Мы обсуждаем. И люди из Украины, особенно предприниматели такие, типа, хардовые, они там сразу мне закидывают разные схемки. Я говорю, ребята, вы поймите одну ситуацию. Вы далеко не самые первые, и не последние, и не самые умные, и ваши схемы уже он скорбовые, 10 тысяч раз уже видел. Щелкал, как орешки. Он такой, да? Я говорю, конечно, с чего ты взял, что ты такой умный? Так получается, у вас похожая ситуация. Вы уже эти все схемы пощелкали. Да. Кто там сколько воротничков украл, да, там за эти 15 лет, вы уже знаете их. Это сразу видно. Вор, он может могут проскочить, но вы понимаете, воровство — это такая вещь. Если он это сделал одноразово, он сделает это второй, третий. Втянется, и он будет это делать все больше и больше. И дальше у нас летит статистика. То есть мы понимаем, почему здесь заказывают больше воротничков, например, да? А ну-ка давайте мы нырнем в статистику. Такое же количество человек было. А почему он их заказывает больше? То есть это понятно. А почему у него, например, стрижек бороды в этом месяце 10 штук, когда у всех по 3? То есть понятно, что он, наверное, за счет стрижки стрижет бороду, то есть оплачивает, да? То есть там можно все, возможность статистики нам дает анализировать. И это дает ваш IT-продукт, который вы разрабатываете. Да. Он у нас есть. Класс. Да. Очень интересно. Поэтому я убрала всю мишуру абсолютно с бьюти. Я даже, мне когда говорят, вы, Ирина, с бьюти-индустрии, меня так это улыбает, потому что у меня фабрика по стрижкам. У меня четко фабрика по стрижкам. Да. Это конвейер такой по стрижкам. Да. Мы очень хорошо относимся к девочкам, у нас очень есть системы лояльности, системы мотивации. Мы знаем четко портрет наших мастеров. То есть это не звезды, это люди, которые просто любят делать гигиену, любят работать с людьми, они не устают от того, что они стригут, у них нету этих провалов, как в творческих людях. Памяти. Они тоже творческие, но с творческими... На своем уровне, я понимаю. Да, с творческими людьми тоже нужно понимать, как работать. В чем смысл? С ними проблем там... Смотрите, нет, если это же девочки, это женщины. Кстати, для мужчин открою тоже секрет. Женщине, когда у нее все хорошо, она очень классно реализовывается. То есть если мы им создаем основу, мы им вовремя, мы им вовремя выплачиваем зарплату, мы надежны, у нас цели, как у компании. Они понимают, что им тут классно, за них заботятся, у них всегда все есть. То есть если, я имею в виду то, что нужно по стандартам.
Вот. У нас всегда все вовремя оплачено, над нами никто не висит. И меня это стимулирует. Я не могу сидеть в долгах или говорить, я кому-то должна. У меня как-то не оплатит кто-то. Ну, там, девочка, которая оплачивает счета, да, не оплатила. Ну, там, были какие-то. Или счет не ушел. И мне кто-то написал с арендодателем. Для меня это, ну, вот, шок. Потому что у нас всегда вовремя. Мы очень хороший имеем авторитет. И именно не просто как мы, как фирма, да, а мы, как бренд, имеем хороший авторитет у арендодателей, потому что они знают, сдать Haircut Express — это, блин, круто. Конечно. Короче, это надежно, да? Это знак надежности. Если Haircut Вот. Express у меня снимет коммерческую недвижимость, то Нам... А поляки же это любят. Да, ну, и на самом деле они это любят. Они сами говорят, вы скажите, где вы хотите открыться, мы там купим помещение. И я сейчас перехожу на другой уровень, то есть я сейчас... Сами покупаете, да? Да, мы сейчас в этом году начнем этим заниматься. Ну, если есть свободный кэш, то вот раз... мы без кэша, я думаю, что при минимальной плате, ну, в общем, есть. Кредитование, понял. Да. Сейчас завершим историю с теми, у кого нет опыта. Вы просто не хотите с ними тратить время, у них есть какие-то завышенные ожидания, да, у них нет опыта еще, и вы не хотите тратить на это время. Смотрите, давайте так, реально. Я строю великий бренд, да, у меня великий бренд. У определенных там, людей есть определенные критерии на вход. Если я сейчас буду брать предпринимателей, у которых нет опыта, да. я буду себя откидывать назад. Мне нужны люди, я наоборот беру людей, у которых есть какой-то бэкграунд, которые уже получили какой-то опыт, которые имеют какие-то знания. Они усиливают комьюнити. Мы приходим в комьюнити, и каждый, ну то есть у нас есть определенные сборы наших франчайзи, да, и каждый заинтересован в том, чтобы продукт развивался, и каждый вносит свое предложение и лепту в это. Вот. И я уверена, и с каждым своим франчайзи, что он будет со мной масштабироваться. Он откроет бы следующий салон. Вот. И таким образом, ну, сори, но я не могу брать слабых в команду, имея такую цель. Кто еще не подходит? Какие еще портреты? Ну, такие, я не знаю. Людей неблагодарных, которые не... Ну, это мы быстро отсеиваем даже на первом, ну, как бы на первом общении. То есть кто не ценит, кто не понимает. Знаете, есть такие люди через губу. А что вы, а что мы там, а мы там, да? Вот. Кто думает, что можно все купить? В смысле, вот, типа, у меня есть деньги, и я тут результат, герой, да, там, ну, есть такое количество. Слава богу, вокруг нас становится все меньше и меньше таких людей, вот, но вот все-таки уважение к бренду, уважение друг к другу, взаимообмен, взаимообмен даже знаниями, энергией, вот это все ценится, и, в принципе, это у меня в моих правилах жизни. Окей. То есть и резюме такое. Если я как предприниматель уже имею где-то опыт, где-то там реализовался в каких-то проектах, то это ваш портрет. У меня есть 35 тысяч евро. Прихожу к вам, общаемся, знакомимся. Мы сейчас поговорим подробнее про этот процесс. Если вы имеете вот этот бэкграунд, то мы можем и с меньшим чеком запустить. Почему? У нас есть некоторое оборудование, которое именно продаем только мы, которое мы можем давать в лизинг. Вот. В лизинг, в рассрочку. У нас есть там условия, что можно и насколько меньше. Можно снизить порог для входа? Смотрите. С 35 там условно. Ну вот 35 уменьшаем на 30. Окей, пятерочку. Да. Ну не то, что сэкономили. Ее придется выплачивать в течение следующих 12 месяцев. Можно будет первичный взнос разделить на 2 платежа. Вот. Можно будет еще помещение, когда берут, можно смотря какой ремонт. Это мы берем среднестатистический, но на самом деле бывает ремонт так, что совсем золотых 1020 стоит. А бывает такое, что 60 стоит. То есть вот разница, понимаете, да? Ну, а мы вложили 40. Вот. Бывает, у кого-то свое помещение есть. Это тоже. Вот у нас сейчас поляк покупает, у него в Седлице свое помещение.
В принципе, для него это... Основное, наверное, знаешь, что зафиксировать? 5000, правильно, взнос по вашей Да. стороне? Это то, что вы берете себе как компания, 5000 евро. даете там, да, 5000 евро, даете какую-то ценность, мы сейчас обсудим еще больше, что происходит. И дальше есть конструкции, в среднем 35 тысяч, это весь праздник этот в среднем стоит, да, но есть конструкции, как за счет там собственного помещения, части оборудования в лизинг, еще каких-то вещей, можно снизить этот кост, эту стоимость на старт. Да. Вот это вот важно зафиксировать, чтобы у людей, как у предпринимателей, собственно, было понимание. Что вы даете вот в эти 5000 евро на старте, да, то есть какая ценность, и еще что, почему вот это роялти для человека важно, что входит в это роялти, какая поддержка? Значит, 5000 евро, на самом деле, это совершенно там небольшой вход для нас, но и, в принципе, он для меня не первичный взнос. Для меня важно дальнейшее наше сотрудничество и развитие этого франчайзи, но если уже говорить о 5000 евро, это есть команда, которая открывает, то есть она сопровождает полностью. Помимо того, что человек изучает операционное управление, и там описано все, 99% нашего опыта, который у нас нашими 32 франчайзи и 160 салонами выстрадан, да, он весь описан. Абсолютно все вопросы, которые возникают, там закрываются. Если даже какой-то вопрос, если человек внимательный, все изучил, а сейчас у нас мы все жестче и жестче к этому относимся, чтобы они изучали. Просто бывает берут операционное управление и не читают его, да, или пройдутся так поверхностно. Сейчас у нас уже такая система, мы даже на платформу обучающую загнали, вот там они там изучают, сдают по ним экзамены, да. И таким образом они ознакомливаются с этой информацией и получают все от того, какое помещение надо найти, каких сотрудников надо набирать, что из себя представляет наша концепция, какой маркетинг, какое открытие, какой ремонт нужно. Кстати, даем проект. То есть замеры помещения делает сам франчайзи, мы, или по нашей инструкции, и мы даем проект полный. Технический проект именно рабочего зала. Дальше, что еще? Полное сопровождение, открытие мы открываем. Естественно, это торговая марка и вся система. Я как предприниматель, получается, в каких реперных точках должен участвовать? Первое — это, понятно, изучить всю теоретическую часть, да? Второе — это... Следовать инструкциям открытия. Там есть четко, на какой неделе, на какой день, что закупать, что в какие моменты, какую бригаду находить, что когда устанавливать, что где заказывать. Все покупки проходят сам. И персонал, правильно я понимаю? Да, персонал. Я принимаю по какому-то портрету целевой аудитории, но я как франчайзи принимаю решение, что вот я беру этого. Или вы вообще есть определенные критерии. Есть определенные критерии, по которым есть портрет нашего мастера, и по этому портрету мы набираем мастеров. Помогаем ли мы набирать? У нас есть рекрут-отдел, который может помочь. Это отдельная услуга в нашем. С франшизой мы можем, и то это мы не обязуемся, но мы можем помочь найти мастера, смотря насколько наш рекрут-отдел будет занят. Вот дальше. У нас перед, уже в середине открытия мы начинаем маркетинг активности, мы начинаем набор персонала, и, соответственно, это уже к открытию у нас уже плюс-минус конфетка. И сколько это по времени длится? Открытие 1,5 месяца примерно. То есть, условно, если я прихожу и говорю: окей, стартуем, вы мне подходите, я вам подхожу, плачу денежку, стартуем, и 1,5 месяца. До этого мы же еще помещение ищем. Окей, то есть помещение. Тут есть нюанс. Да. Допустим, я красавчик и нашел его за 2 недели. Но смотрите, там такой процесс. Если мы провели интервью, мы подходим друг к другу, начинается предварительный договор, изучение инструкций определенных до открытия и поиск помещения. То есть в этих инструкциях какая концепция и как искать помещение. Вот человек, подписывая предварительный договор, NDA, опять же, он уже получает какую-то часть информации и начинает искать помещение. Сам, либо с риэлтором, да? Если хочет сэкономить, то сам, если там... Можно самому искать тоже.
Ага. Можно. Но в целом большинство с риэлтором. Мы ищем с риэлтором. Мы даже некоторые, вот, например, в Варшаве сейчас очень сложно найти помещение. Ну, достаточно сложно. Да, уже всего Мы перекупаем, мы прям перекупаем, и брокеров перекупаем, и перекупаем и прям места, ну, то есть работаем. И помимо того, что мы реально имеем устойчивый авторитет, нам приходится сейчас напрягаться, чтобы найти помещение. У нас сейчас 4 или 5 франчайзи стоит на очереди, чтобы помещение взять. Но мы вот помогаем франчайзи найти помещение. Ну, тоже за отдельную плату. Есть люди, которые работают, они вообще как бы не во франшизе, это просто мой отдел рекрута. У меня же свой бизнес, вот свой B2C, да, и, соответственно, у меня есть B2B отдельно. Ну да. Мы все поможем сделать. Список. Просто, понимаешь, все это да, у я людей понимаю. триггерит, они такие, все, ну это и ничего, и это непонятно. Я хочу прям понятно, что было. Ну, можно сделать список, да, вытяжку такую. На сайте я смотрел у вас. У вас, кстати, сайт на польском. Да. И мы сейчас еще про польский рынок поговорим, да, отдельно. Но, может быть, какую-то инфу с сайта. Хорошо. Окей, интересно. С анбордингом тоже понятно. Примерно 1,5 месяца на запуск и примерно, ну, там, 2-3 недели, не хочу как Арестович говорить, но, допустим, 2-3 недели на на помещение, да? То есть такие нормативы? 2-3 недели, чтобы помещение найти? Да. Да мы по полгода ищем. О чем вы? У нас нет, очень... ну давайте мы убираем Варшаву сейчас. Нет, мы очень... бывает, это как игра в рулетка. Очень специфические. Помещение — это у нас 70% успеха. У нас же нету записи. То есть нас нужно видеть. Сумасшедшая проходимость должна быть, да? Ну, проходимость достаточно. У нас есть там определенные скиллы по помещению, но это не так просто. Это 70. Есть какая-то инструкция, как ему посчитать проходимость, да? Абсолютно все. Причем мы под помещение еще даже сейчас утверждаю я все. Ага, ну, то есть мы с мужем как партнеры. Ты как королева в конце даешь свою королевскую ставлю печать. штамп, да. И Всё, если мне понял. не предоставят какие-то здания, а помимо этого я еще полагаюсь на интуицию свою и своего мужа. Ага, вот. Это отдельный бизнес-процесс. Вот, к сожалению, мы хотим уйти все-таки от интуиции, потому что просчитать не все. Да, просчитать все. У нас достаточно все хорошо. Знаете, сейчас мы все считаем и сравниваем с нашей интуицией, даже в прошлом. И это совпадает на 90%, меня это уже устраивает. Все, ну, то есть это уже работает. Я смотрел интервью твое, и ты сказала там то же самое про цифры, что вы наняли сейчас аналитика, да, я так понял? А у нас в команде работает аналитик, да. И что он считает цифры по факту там на бэкэнде, и все равно интуитивно ты попадаешь там в 90% того, что он считает. Он просто прошлое просчитывает, потому что статистика-то у меня полная есть. Да. Он прошлое просчитывает, вытягивает какие-то еще определенные данные с программы, и когда он их делает, вот я поэтому и говорю, что все, я уже начинаю быть спокойна, потому что цифры совпадают с моей интуицией. Все. Okay. Вот. То есть, ну понятно, у тебя просто за счет большой насмотренности ты уже и видишь, и чувствуешь это все. Понимаю. Это как ко мне на консультацию приходят по бизнесу в Польше, и я по 3 вопросам, которые задает человек, понимаю уровень его познания польского бизнеса и вообще о чем мы будем с ним общаться. Также у тебя с локациями, я думаю. Ну да. Ну и с франчайзи в том числе, да. То есть бывает, смотришь на человека и вот как-то внутри чувствуешь, что твой или не твой. Но франчайзи уже я не утверждаю все-таки. То есть уже решение принимается кто-то там, где-то там. Ну, когда меня просят, на продажу меня вообще не пускают, потому что я начинаю, а вы готовы к этому, а вы готовы к этому. То есть начинаешь сильно Да. То есть я показываю как бы теневые стороны, а когда продают, то показывают все красивенько, да, и менеджеры, и они же заинтересованы, говорят: Ира, он нормальный, не задавай как бы своих вопросов. Не спугни, да? Да. Давишь на него. А давай обсудим теневую историю, как в этот бизнес зайти. Примерно понятно, да? А как из него в случае чего выйти и какие бывают случаи? Были ли такие случаи? Ну вот, кстати, недавно было расторжение, ну даже не расторжение, а прекращение договора. Был договор заключен в 2015 году, это еще было... Давно достаточно. Да, это еще было, будем говорить, такое, знаешь,
первые наши франчайзи здесь, в Европе, да, и они могли себе позволить немного лишнего, чем сейчас, да, и вот они там свою систему пытались, и знаешь, это когда вот ты понимаешь, что ты борешься с ветряной мельницей, вот она считает так, и я буду делать так, а у меня вот так, ну, в общем, она там все доделалась, что у нее статистика такая, которая, ну, мне вообще не интересна. Вот, как бы я могла бы ей, ну, как бы постоянно мы с ней разговаривали, постоянно вели переговоры, вот, и, но я вижу, к чему, и помимо всего прочего, нам прилетает, то есть есть какая-то запись, мы не записываем, у нас нету записи, это портит всю концепцию, вот, там записывают, и нам пишут там на сайт, допустим, вот у вас там запись, у вас же нету записи, вы себя позиционируете, ну, то есть таким образом... Ну, короче, они переделали концепт, они начинают переделывать сам суть. Ну, вот это вот длилось годами, большими годами, и, наконец, в один прекрасный день я вызвала, сказала 2 слова, что наш договор закончился. Главное не затягивать время, не рассказывать почему. Просто сказать, что делаем, и все. Если у меня было решение то... все, да. Они согласились с этим решением. Я даже им сказала, что не надо закрывать. Ну, то есть у нас после договора, если... Переуступку сделать. Не, они могут переуступить, но должны не работать. Вот, то в течение года. Если они не продлевают договор, но тут с моей стороны было нежелание его продлить, вот, и поэтому я им не запретила, они меня не спрашивали, я им и не запретила работать. Ну, там вообще неинтересный мне салон, вот вообще, только портит, ну, как бы, вид. Ну, понятно, и опять же, оно привело не из-за того, что они работали по системе, и оно их привело к такому результату. Они работали вне системы, я с ними пиши, не пиши, вот, ну, в общем, это... Okay. Ну, а если взять какие-то кейсы более... Этот кейс все-таки выходит за рамки чего-то обычного. Есть ли те, с кем прекращается еще сотрудничество, либо в целом люди сливаются по разным причинам? Почему, проще, почему этот бизнес может не получиться? Я считаю, по причинам все-таки некомпетентность. Звучит все классно. Да, я понимаю, о чем ты. Да, давай теневые стороны рассматривать. Ну, теневые стороны — это когда нас не слышат. Мы-то идем в правильном настроении. Основная масса нас идет в правильном настроении. Масса франчайзи, в смысле. Да. Уже, опять же, чем мы идем дальше, тем чище становится франчайзи. Тем мы понимаем, кого мы отсекаем, кто не наши, да. Но еще ж тянется с прошлых времен, бывает иногда, да. И вот есть те, кто нас не слышит, не слушает, он думает, что это будет лучше. Мне, чтобы рассказать, почему так, надо рассказать предысторию моего опыта лет в 20, да, в индустрии красоты. Я этого не делаю, я просто говорю, мы делаем вот так. Все. Ну, то есть не надо обсуждать. Вы пришли в франшизу, делайте. Вам говорят, делайте. Это приведет к результатам. Ну, в общем, вот есть украинцы, которые после эмиграции с опытом в бизнесе. Я еще говорила о том, что не буду брать те, кто без опыта в Европе. Но меня уговорили, я хорошо взяла как кейс попробовать. Но в результате что? Первый месяц по-моему, там, минимальная какая-то, минимальный минус, истерика. Сразу начинают вливать бешеные деньги в бестолковую рекламу, понимаешь? То есть реклама не соответствует, начинает истерить, понимаешь? Вот человек начинает истерить. Я-то понимаю, что через год этот салон будет приносить тебе, минимум 3000 евро, понимаешь? А нам надо вначале истерить. Не понимают, не понимают люди, что бизнес здесь, он не как у нас взлетел там или... С маржой 200%. Вот, то есть нужно понимать это. Что это Европа, да? Да, здесь у меня я сейчас на следующее, у меня есть здесь в ЗГН помещение, которое подписано уже на 10 лет. То есть мы перед этим 8 лет в нем отработали и подписали на 8 лет. Здесь бизнесы работают по 20, по 30. Я здесь приехала в 2014 году, да, работали магазины, да, там на Хмельной, они до сих пор работают. Здесь бизнесы работают та же кофейня, веками, тот же ресторан. Понимаешь? И судить на каком-то начальном этапе, на каком-то маленьком минусе, когда ты открылся вне сезон, это просто глупо. И
Это... Смотри, ну да, фиксируем, да, чтобы мы тоже сильно в эмоциональную часть не уходили. То есть первое — это личное качество. Личностные качества человека. Ну и все-таки то, что я слышу, то, что между строк проскакивает, это то, что у вас, как у владельца бренда и мозга, который смотрит на систему свысока, да, на цифры, на KPI, на показатели, у вас есть какие-то постоянные изменения каждый месяц, вы их спускаете дальше вниз на франчайзи, и, ну, как бы, желательно, чтобы все это делали, и желательно, чтобы не задавали вопросов, потому что если каждому объяснять, там, супер ему историю предыдущих 20 лет ему втирать, то долго тратится времени. То есть есть как бы новый инструмент, мы его вводим потому, все, поехали. Но есть те, кто с этим не согласен, и поэтому есть конфликт интересов. Бывают, но так при этом они подписывают звучит? бумаги. Да, но изменения не так часто, чтобы в месяц. Просто есть определенные алгоритмы раскрутки салонов. Вот, надо их придерживаться. И надо понимать, что мы даем результаты, да, среднестатистические. Ты можешь попасть как в минимальные, так и в самые высокие. В когорту, да, тех, у кого там хуже или наоборот супер. У нас есть, ну вот, на минуточку, я сказала 4-4,5. Это среднестатистические. У нас есть те, которые 2,5 зарабатывают на втором году, да, а есть, которые 9 зарабатывают на втором году. Большой, да. Да, ну 9 вот, вообще прям 9 и 2,5. Разница большая. Но это, знаешь, как средняя температура по палате. Но больше всего, в любом случае, мы даем франшизу, мы даем систему, но мы никому ничего не гарантируем. Да. Но при этом у нас есть люди, которых по 15 салонов. Франчайзи, да? Да, которых по 15, которые собирают, которые забрали города. Познань, например, Ищеца, уже забрали. Подписали white label какой-то, да? Все, да. То есть нам там надо по 10 салонов, они подписали бумажку, что они каждый год будут по 2 салона открывать. Закупать. Меня это вот так устраивает. Я знаю, что они там еще откроют, если там и есть где открыть. Мы уже четко знаем, какую часть рынка мы хотим занять. Это 2% рынка. Если я хочу выйти из этого бизнеса, поставить его на паузу, какие могут быть конструкции? У нас были такие случаи, например... Ну, я имею в виду даже не то, что там конфликт интересов, а банально, я не знаю, там... Нужны деньги, уезжаю в Америку, улетаю на Марс. Есть такие случаи. Если это не срочно, если срочно, мы как бы не поможем, честно не поможем. А если брать? Если не срочно, то есть, тем более с хорошими показателями, уже разработанный салон у нас как семечки улетит. Ага, то есть просто кому-то... Внутри сети мы перепродадим. Даже, может, и я куплю. Это, как бы надо смотреть на показатели салона. Это первый вариант. Второй вариант, есть опыт, прекраснейший опыт удаленного управления. Ага, ну даже так, да? Да. То есть, если это 2-3 салона, ты можешь легко им управлять там сдалека. С Майами. Ну вот я не уверена, что разные континенты, но разные страны на Европе, то я как бы, уверена. Ну, все, конечно, от человека зависит, но система это позволяет. У нас есть такой опыт. Окей. Короче, глобально я либо продаю это кому-то внутри сети, либо там тебе как владельцу компании, да, бренда. Худшее, что может быть, я остаюсь как бы с этим бизнесом. Допустим, никто не хочет покупать. Такое же может быть? Со временем может быть все. Ну, то есть, если вот это не срочно, вот я завтра уезжаю, мне нужно сегодня продать салон. Да, как полгода, допустим. Ну, вот за полгода я думаю, что салон можно экзит сделать. Да? Ну, опять же, если мы не в сезон уйдем, понимаешь, не в сезон продавать тяжеловато. Допустим, у нас не сезон в октябре начинается, и ты начал продавать в октябре, ну, такое себе. Окей. Как выглядит каждодневная рутина вот такого владельца салона, да, франчайзи? Каждодневная рутина. С чем он работает? Я вот сказала ежемесячную рутину, да, перед этим. Каждодневная — это периодический контроль мастеров. В чем он заключается? И если тебе интересно... В камеру должен смотреть, либо... Да, камеру по приходу и камеру, когда они уходят. И один раз в день можно посмотреть в течение дня. Это стимулирует. Вот. Если какая-то нестандартная ситуация в салоне, возможно, конфликт, возможно, что-то между мастерами, да, то лучше чаще и лучше вообще присутствовать, если где-то притирка вот отношений. Если сформировался коллектив, и вообще у тебя там есть свой человек, то
Мы рекомендуем утром и вечером А просматривать. коллектив — это 8 человек, я так понимаю, в 2 смены? Да. 6-8 человек, в зависимости от часов работы, потому что девочки некоторые хотят работать больше. Ну да, в зависимости от... Ну, это... 7 в среднем, наверное, тогда. Да. Вот. То есть контроль вот такой вот. И что еще из каждодневной рутины? Каждодневной нету рутины больше. Контакт с мастерами и вот... Деньги забирать там. Так зачем их забирать? Они раз в месяц забираются. Там хватает места? Да. А на сколько туда денег влезет? Влазит туда... Ну, если у нас там обороты 120 самые большие, то и 30%, 50 тысяч влазит. Окей. Соответственно, 30% где-то идет на кэш. Понял. Все 70% это в основном все рассчитываются картой. Картами телефона. Да. Хорошо, то есть каждодневная рутина — это, по сути, контроль, и каждая ежемесячная рутина — это выплатить зарплаты, там, заказать все расходники, ну и, наверное, там налоги, бухгалтерия, вот эти формальности. Да. Что еще? Я вот сейчас так думаю. Я рекомендую раза 3-4 в месяц, если все стабильно, раза 4, а так, каждую неделю. А если нестабильно, то чаще быть на салоне. 3-4 раза в месяц. Вот. Если что-то нестабильно, то... А нестабильности у нас — это первая проблема в коллективе, а второе, да и все. Да и все. Свет пропал. Это такие решаемые вопросы, это которые технически. Самое сложное — это люди, короче, да? Я бы не сказала, что сложно. Вот у нас есть четкий портрет, они четкие свои инструкции знают. Вот какие сложности рассказывает, опять же, Лера, да, мы же с ней общаемся. У нее там специфика как раз-таки... другой. Да, то мы портрет. с таким, у нее, то есть мы понимаем, что во многих случаях бьюти-бизнес зависит от рук мастеров. Пипец как, да. Вот. У нас, если мастер уходит, мы колебания даже не слышим. То есть у нас уходит мастер, ушел, пришел следующий. Такая, да? Антихрупкая модель. Да, в этом плане, да. У меня была цель, чтобы мы не зависели от мастеров, чтобы у нас был бренд. То есть я к этой цели шла. Да. Окей, принято. На сайте у вас, который посвящен франшизам, он на польском языке, кстати, интересно, есть ли на украинский мове, на русском. Но там был внизу логотип ПАРП. Да. Для тех, кто не знает, это агенция развою предпринимательства. Короче, это организация, которая может потенциально дать инвестиции. Вопрос, что он там делает? Это инвестиции, которые вы брали или нет? Или это какие-то... Да, значит, расскажи вкратце, рассказываю. Мы же здесь работаем с 2014 года, да. И к началу пандемии мы уже такие были весомые достаточно. То есть у нас было... В плане оборота сотрудников, да? Обороты, сотрудники, мы уже были такая устоявшаяся фирма, да. И когда настала пандемия, пошла помощь от государства в плане покрытия. Сначала потом по 5 тысяч, потом можно это было когда щит дотации брать. давали вот эти, да? Тарча финансовая. Да, и таким образом мы и эти 5 получили, и тарча финансовая. У нас было 4 фирмы, на все 4 фирмы мы получили на тот момент мы получили около 100 тысяч евро. Это 340 или 350, на тогда еще был, то есть в злотых. Мы получили на сотрудников и на покрытие убытков, которые у нас были. Да, то есть окей, классно. Зарплату мы, соответственно, выплатили, но это нам достаточно хорошо помогло. Ну да, время было тяжелое. Можно было сидеть. Зачем было стричься, если все равно все дома сидят? Такое, да. Нас шатнуло бизнес хорошо, но тем не менее, мы пережили и пандемию, и войну. Стригутся все и всегда. Я теперь четко могу сказать, что стригутся все и всегда. И в пандемию стриглись. Я не скажу, что мы хлеб с маслом ели, с икрой, да, но мы с икрой не ели, но с маслом было, да. То есть у нас было на то, чтобы прожить, нам, как собственникам бизнеса, кто в нем работает, тоже они жили, да, и у них было на жизнь. И, соответственно, мы могли еще и развиваться. Мы в это время там, немножко открывались. Дальше девочки при работе были, при зарплатах, это тоже немаловажно. Дальше Украина, война. Аж
по-моему, в Днепре вообще не закрывались салоны, а в Киеве мы аж неделю не поработали. Вот. И буквально там через 10 дней мы уже начали работать. И все, опять же, деньги, и все франчайзи и помогали армии, и все зарабатывали. Вот. У меня там практически первое время все деньги, ну там какие заработки были, да, все практически шли на помощь всей ситуации, которая происходила. Вот. И таким образом вот мы пережили и войну, и сейчас в Украине у нас считается стабильный, хороший бизнес, салоны открываются. У нас прям в прошлом году так достаточно около 30 салонов открылось. В этом уже вот начало года у нас 7 салонов открылось. Окей, класс. Польский. Сайт у нас польский. Мы работаем, у нас наш клиент поляк. Да. Раньше это было 90%, сейчас это 70%. Вот. Просто наших физически больше стало, я думаю. Да. И статистика размылась. Франчайзи наши. Есть и украинцы, и белорусы, есть и поляки у нас франчайзи. Вот. Ну, в принципе. Чем-то отличается ментально? Не так вопрос. Чем отличается ментально наши поляки? Ты знаешь, поляки-предприниматели, они тоже, очень адекватные. Ну, вообще, я Польшу люблю, мне Польша нравится, и люди мне здесь очень нравятся, я к ним привыкла, к менталитету, вот, и я уважительно отношусь, я тоже видела и трудях, и юристу я могу в 2 часа ночи написать, он мне ответит, я видела и бухгалтеров, которые сидели до утра, то есть у меня все нормально с поляками, и, соответственно, предприниматель, поляк, он отличается тем, что наши любят дофантазировать, вносить свои какие-то коррективы. А может быть вот так вот, а может быть... Поляк берет и ему написали инструкцию, он берет и делает. Не задает лишних вопросов. Абсолютно, вот. И, интересно, соответственно, он спросил ключевые, посмотрел, они смотрят цифры сразу, да, они заходят в салон, нажимают на кассу фискальную, и у них рапорт месячный, да? И они по всем салонам знают оборотку. Ну, то есть у нас этот терминал фискальный, он стоит в доступе. Они зашли, они по всем салонам оборотку понимают. Ага, их интересует бизнес, да? Вот и все. Без лишних фокусов. Ну, классно. Я хочу поговорить про то, почему ты считаешь, что ваш продукт, как франшиза, да, это же тоже продукт, почему это классное решение там, занести, да, инвестировать 35 тысяч в среднем евро? Первое. С чем вы конкурируете в плане принятия решения? Вот интересно, да? Может, человек приходит к вам и говорит, ну вот я думаю, мне бы там еще, может быть, ипотеку взять и квартирку купить, сейчас уже однокомнатную под Варшавой. Это интересно. Ну смотри, рентабельность бизнеса прежде всего около 30%. Годовых? Да, это первое. Второй момент. Мы не $100, мы не нравимся. Всем нравится, да? Да, есть свои определенные взгляды у людей. Да. Давай понравимся. Я хочу, понравится. Значит, понравится — это то, что у нас не нужен опыт в сфере индустрии красоты. Абсолютно. То есть нужно быть предпринимателем. То есть, условно, ты владелец транспортной компании, ты вообще не знаешь, что такое ножницы. Да. Ты ножницы в руках не держал, и ты можешь открыть такой бизнес. Да. Дальше у нас бэкграунд. Да. С наших франчайзи, с наших отзывов. Кстати, на YouTube-канале у меня именно собраны отзывы моих франчайзи. Да. Это отдельный YouTube-канал. Мы оставим ссылку под видео. Вот. То есть это люди, которые уже проработали с нами. У нас четкий, твердый результат. Это твердый результат. И это не выборочно. Это люди, которые работают, у которых по несколько салонов. И они рассказывают свои истории. А вот это я считаю, что прям... Окей. А с чем еще люди сравнивают? Смотри, есть недвижка, есть там другие какие-то франшизы, кофе. Да, вот я поэтому говорю, что... Жабку можно открыть. Вот, шапку. Но жабку, опять же, это надо... Вот выходите, прямо и сравнивайте. Да. Берите определенные... Опять же, не знаю, уместно или нет, у меня есть курс. Да. Он дешевый. По жабке? Нет. Он дешевый. Он просто... я записала, чтобы мне не задавали эти вопросы. Мне людей жалко. Там есть курс, как выбрать франшизу. Там это курс по выбору франшизы. Да, там четко описано, как нужно, на какие критерии нужно смотреть, чтобы не пролететь. И прежде всего, если опыт... У нас есть опыт на европейском рынке 10 лет. Да. Если у кого-нибудь
такой опыт из нашего постсоветского пространства. Ну да, а смотри, хорошо, давай я еще тебе набросаю. Вещева Пани есть франшиза такая. Вот в чем вы конкурируете с ней? Как ты думаешь? Ну, в чем мы конкурируем? Да, давай Вещева так. Пани, понял, давай, да? Это что? Этот бизнес работал в Украине достаточно успешно. Да? Галя Балована. Да. Веселая Пани, Галя Балована. Он достаточно успешно работал на Украине. Соответственно, вероятнее всего, я не знаю там подробностей, но люди, которые работали там у них, они же здесь и купили у них франшизу. Они не знают этого рынка. Я не знаю их результаты, я только там слышала где-то, но я прекрасно понимаю. То есть мне, чтобы прочитать бизнес-модель и понимать все, мне там много не надо. Я прекрасно понимаю, что рентабельности там, 0 с плюсом. Окей. Работает и работает. Вы, допустим, по рентабельности. А я считаю, знаешь, почему вы выигрываете? По такому интересному критерию, как риски в контексте самого бизнеса. Почему? Потому что там еда. А еда — это высокорисковая категория продуктов. Ну, это тоже... Так как если кто-то там где-то натупит, могут быть проблемы серьезные. У вас тоже можно ухо отрезать, правильно? Нет, 10 лет никто там не отрезал. А что вы смеетесь, я не понял? А если даже... Это мы внесем в анонс, да. Не, я же объективно... Во-первых, есть вы поймите, страховка я предприниматель. Страховка ОЦ есть и для ресторанов. Они еще проигрывают в том, что они рынок... Мы тоже с этим зашли. Да. Мы не изучили рынок, мы тупо перенесли модели, думали, что мы самые классные. Мы тоже так сделали. И я думаю, что это Весела Пани, они тоже сейчас поработают, как-то адаптируют модель, и она будет лучше. Менять. Да, во-первых, цены. Удавится поляк, чтобы такие цены заплатить за это. Наши пойдут покупать. Ну и что у них клиентов? Наши узкая аудитория. Дальше поляки только привыкают к тому, чтобы покупать эти полуфабрикатов. Да. Они приучат рынок, но им надо время. И все, кто купил, просто сидите и ждите. Будет там прибыль. Когда, я не знаю. Но у нас тоже не сразу. Там она, может, и сразу была, но небольшая. Но все равно, я же это все прошла. Да. Короче, Ирина, из того, что вот вы говорите, чем фонит, да, в позитивном смысле этого слова, это такая штука, как proof of concept. Это тогда, когда есть подтвержденные результаты концепта, где на большой выборке, на большое количестве аналитики, франчайзи, разных точек и достаточно долгого присутствия на польском рынке, вы можете сказать, у нас работает. И работает потому. Вот у нас миллион цифр разных, в разных конструкциях и вертикалях. И все, кто позаходили сейчас с текущей франшизы, там Вещева Пани и все остальные, они пока, я думаю, не так уверенно могут это заявить. Да? Не так уверенно, у них все будет хорошо. Просто время. У меня тоже, я тоже, когда заходила на рынок, будет все хорошо. То есть, я просто, понимаешь, я хочу критичный понять отличие самое такое, чтобы люди посмотрели и поняли. У нас есть твердые результаты, цифры. Если ко мне придут и скажут, дайте нам цифры, я не просто могу среднестатистически дать, я могу на выборку дать определенные салоны. Еще у меня с учетом подписаны спілки ЗОО или там jednoosobowej działalności. Вот знаете, я к вам отправлю на консультацию, хорошо? Да, продано. Потому что я вот в этом, знаешь, копаться, там, а нам что лучше, спілку ЗОО или индивидуальный предприниматель, или какой нам налог взять, но смотря с какой стороны посмотреть. Понятно. Ну да, кому-то надо кредитную историю свою личную строить, у кого-то бизнес, у него там этих локаций, допустим, он 5 франшиз у вас купил. Понятно, что, скорее всего, это будет спілка ЗОО, потому что на jednoosobowej чуть-чуть напряжно это будет все вести. Есть такие, которые открывались на jednoosobowej, а сейчас уже работают на спілке, да. Ну да, тут точно надо отправлять к нам, это вот наша... Да, я в этом сильно это наши товарищи. Тем более я вообще мало знаю, как работает индивидуальный предприниматель, честно говоря. Да, вот это здесь. Наша история. Это тема другого видео, у нас сейчас на канале миллион инфы на эту тему. Появилась эта возможность. У нас раньше не было этой возможности индивидуального. Так я сам себе открыл jednoosobowej działalność год назад. У меня были карты побыта, я там в процессе карты резидента нахожусь, я не мог открыть. И я сам, получил с этого какой-то взыск. Подытожим. И я ставил цель
так, чтобы люди посмотрели одно интервью и дальше никуда не бежали, не тратили свое драгоценное время. Я надеюсь, что вы, друзья, закрыли эту цель. Нам удалось ее закрыть, да, сегодня. И что хочу от себя сказать. Бизнес — это штука непростая, но вы, как предприниматели, всегда знаете, зачем вы это делаете. Да? Делаете это ради свободы, ради путешествий, ради возможности проводить время с вашими близкими, ради большего заработка, возможности купить машину, квартиру, и список у каждого свой личный, бесконечный. Да? Сегодня мы посмотрели конструкцию под названием франшиза в индустрии красоты. Все равно, я все равно считаю, это же про красоту, Да, пусть даже конвейерную, но я больше конечный результат, да, это красота там и гигиена. Да, настроение хорошее. Вот, и прекрасное настроение. А прекрасное настроение — это правильное состояние. А правильное состояние — это успех. Это успех и удовольствие. Поэтому этого мы вам и желаем. У меня все. Всем спасибо. Пока. Ирина. Да, пока. Класс. Спасибо. Держи. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!